Всем привет! Сегодня поговорим о дрелях Bosch, а именно модель PSB 570RE. Она уже очень долго находится у меня. Почти 10 лет прожила старушка. Как видно из названия, у нее 570 Вт мощности. Маленькая дрелька, удобная. Те, кто знает и пользуется техникой Bosch, видят, что был заменен патрон. Это дешевый патрон, куплен на рынке, стоил около 50 гривен. 10 евро получается. Прошу прощения, 5 евро выходит. А было все так. В общем, наняли мы бригаду строителей, дали им инструмент. Ну и один раз, когда они замешивали шпатлевку, попала влага в патрон. В общем, они это не заметили, оставили так как есть, бросили на площадке эту дрель. И все, патрону конец. Показывать остатки патрона не буду. Тоже помучился с заменой патрона. Очень долго не мог его снять. Дело в том, что многие компании, вот сейчас вы видите, вот там видите, такое углубление по центру есть. Это отверстие в самом патроне. Дальше идет уже вал двигателя. Хотя нет, это из редуктора идет вал. В общем, вращающий вал. Тут был развальцован, то есть тут идет резьба, накручивается патрон сам и дальше развальцовывается. То есть очень было проблематично снять, долго мучился, не мог понять, как это сделать. В общем, ну и один мой друг просто сбил его, тем самым разбив сам патрон. Ну там все очень сильно заржавело. Вот, дрель лежала пару лет без дела сначала с тем ржавым патроном. Я все-таки решил ее восстановить, заменив патрон. В общем, не знал, как это сделать, долго мучился, заливал ВДшками, чем угодно. Ничего не помогало. Ну вот. А потом он ее сбил и скрутил, все нормально было. То есть, даже с таким патроном она очень-очень хорошо работает. Также ее разбирал полностью, все смазал заново. Мазал смазкой хада восстановительной для подшипников. Сейчас с ней никаких проблем нет, не перегревается. И даже делал отверстие в бетоне. И ударный механизм там очень примитивный стоит. Это ударная дрель. То есть в ней есть функция удара, или сверления с ударом, либо просто сверление. Фиксатор вала для так как патрон был быстро зажимной, то нужен был фиксатор вала, чтобы раскрутить патрон. Вот имеется реверс на ней. Хорошая дрель, хороший корпус. Да, смотрим. Все как современно. То есть особо как бы ничем не отличается, хотя и уже 10 лет. Для длительных. Видите, у нас сверление есть фиксатор. Держать обороты, регулировка оборотов электронная, как сейчас говорят. Даже вот не порвалась резинка, на которой сейчас ключ висит. Вот она целенькая, мягенькая, ничего не задубело, с ней вообще просто прекрасно. Так, с этой стороны видим все, что она может. 15-миллиметровый бур по бетону берет, 12 мм сверление стали, 25 мм сверление дерева. Вот. 3000 оборотов максимально. И в Швейцарии сделано. Вот. В общем, как дрель по дому, это просто идеальный вообще вариант.
Покупалась я даже не помню за сколько. Сколько она стоила на тот момент. Длинный шнур. Где-то 3 метра примерно. Вот. Хороший помощник по дому. Настройки. Пока шел ремонт по всей квартире, трехкомнатная квартира. Вот, пока шел ремонт, она выполняла все свои функции на ура. До того момента, пока ее не оставили в воде. Ну, патрон залитым. Короче говоря, руки бы поотрывать этим специалистам, блин. Стены кривые, после них пришлось переделывать. Инструмент испортили. Тоже пришлось восстанавливать. Есть ручка в комплекте. Кстати, дрель шла без кейса. Набор бит был. И ручка с линейкой ограничительной. Вот. Ручка еще где-то валяется. Сейчас как-то нет желания искать и находить ее. Вот. В принципе, все так. Вот такой кратенький обзор. После 10 лет использования дрели. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. Всем пока.